Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Разумеется, вход на обзор данного смартфона, а это Poco F4 GT 5G, производится, собственно, на него. Почему у меня на лице с одной стороны дикая радость, а с другой стороны дикая грусть? Причины две. В первую очередь, это то, что данный смартфон уже был мной тестирован. Это, по большому счету, Redmi K50 Game Edition, который был где-то около полугода на канале. А с другой стороны, сегодня через покупку через Kiwi на Алиэкспрессе его реально приобрести где-то за 26 900. Верил ли я, что я, когда покупал этот Redmi за 90 тысяч, когда-то будет его клон для глобалки до 30-ки? Нет. Но это лирика. Не лирика. Мне нравятся его механические триггеры. Мне нравится его подача, его цвет. Мне нравится, каким образом он оптимизирован уже через эти месяцы. Смартфон реально снимает неплохо. Вы видите основную камеру. Сейчас сильный ветер, рассеянный свет, и он не в радости, поверьте мне. Его начинка лучше, чем его стоимость. Это однозначно. Единственный его основной минус, скажем так, это то, что смартфон внешне чистой воды игровой. Он не компактный, он не обладает какими-то свойствами из разряда элегантности, как Xiaomi 12 или X12 или 12 Pro. Это просто игровая штуковина. Поэтому напоминаю, что меня зовут Саня, канал Польза.нет. Смартфонов просто море, через день я выгружаю новинки. Poco F3 мой основной сейчас телефон вместе с iPhone 13 Pro Max. И меня бесит в нем датчик приближения. В этом смартфоне такой проблемы нет. Смотрим. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду рассказывать вам о смартфоне, который в каком-то смысле является копией того смарта, который у меня уже был на обзоре. Вспоминаем Redmi K50 Pro. Это Poco F4 GT. Ничего прям сверхъестественного я по-любому от него не ожидаю. Почему? Потому что на данный момент я хожу с Poco F3. И да, чуть-чуть лучше стал датчик приближения работать, но я не назову его идеальным, съемку точно не назову идеальной. Каждый раз, когда я скидываю кому-то фото с него, а не с iPhone 13 Pro Max, мне пишут: Саня, откуда это мыло? Допустим, в чате. Напоминаю, что есть у меня чат взаимопомощи, там 14 тысяч человек, и чат скидок, там уже 52 тысячи человек. Добавляемся, основа это отдельные обзоры, я выгружаю только там, плюс какие-то руководства по поводу покупки девайсов. Одно стекло защитное, которое в подарок пришло, уже разбитое. Второе целое. По упаковке все штатно от Poco. Желтый, черный. Все дела. У меня 8 гигабайт оперативки, 128 внутренней. Разумеется, я, как и все, покупал это все дело на распродаже. Где-то неделю он у меня уже лежал на почте. Так что дошло это мне все где-то за недели 4. И из интересного, напоминаю, что сейчас отслеживание очень тяжелое с Алишки, с одной стороны. С другой стороны, сроки не поменялись по тому, сколько что приходит. Основа единственное, это то, что все сейчас почему-то мне почти все смартфоны идут через Екатеринбург. Чехол в комплекте, запах химии еще какой, прямо аж глаза режет. Но, опять же, спасибо за чехол. Раз. Два. С Type-C на мини-джек переходник. Значит, мини-джека здесь нет. И, разумеется, ключ для извлечения сим-карт. Сам Poco. Да. Это K игровой. Помните, Game Edition у меня был. Вот Ctrl-C, Ctrl-V по внешнему виду, по механическим триггерам, по ощущениям. Посмотрим, насколько он по-другому в тестах будет себя вести. Но у меня такое смутное ощущение, что он не только внешне Ctrl-C, Ctrl-V без мини-джека. Для игрового смартфона без мини-джека это, я считаю, эпичный фейл. Но и по всем остальным спекам. Это лирика. Не лирика. Отличнейшая зарядка на 120 Вт. Не лирика. То, что этот смарт сейчас стоит по нашему курсу. Я спойлерю сразу. Ничего критичного в этом нет. Потому что, возможно, когда вы будете смотреть, курс будет другим. Через Kiwi, если покупать по инструкции, в телеграм-канале скидок она есть, это дело выйдет вам в 29 тысяч рублей. За 29 тысяч рублей беги покупай. Но это опять же мое субъективное мнение. За те деньги, что я покупал, я бы подумал. Даже вот сразу, потому что я тестировал данное устройство, но на тот момент, когда я его тестировал, не Poco, а под брендом Redmi, он мне обошелся в 2 с лишним раза дороже той суммы, которую я вам назвал, даже, по-моему, в 3. Но это все не важно. Отдельный респект за вот такой
Г-образный Type-C-шный зарядник. Это прям интересно, вот чисто с той точки зрения, что необычно. По защитному стеклу. Нам же не важно, у нас пришло, точнее, защитное стекло, поэтому я снимаю защитную пленку. Олеофобка шикарнейшая. Но это мне не важно, потому что я не хочу его проверять на царапке. Может быть, и буду проверять, похожу с ним, а потом решу и сообщу вам. Пока приклею все это дело максимально колхозным образом. Но отдельный респект, конечно, производителю. Он мне посылал очень долго, как и, я думаю, многим покупателям. Главное послал, главное пришло. Все остальное не важно. Механические триггеры мне в прошлый раз понравились. Из интересного это, разумеется, вес. Будем уже со стеклом его взвешивать, ничего критичного, потому что он все равно очень-очень-очень тяжелый. 223 грамма. Приличная махина, больше, чем iPhone 13 Pro Max, притом таки значительно больше. MIUI. Единственное еще, разумеется, мы сейчас проверим. Здесь нет карты памяти 99,9 в периоде. Да, 2 физические сим-карты можно запихать. По размерам он штатный. Абсолютно без каких-то. 162 мм в высоту. Без триггеров в ширину 77 мм. В толщину со стеклом защитным 9,3. Со стеклом защитным и блоком камер 10,7 мм. Тоненький достаточно, если брать камеры. Вот так он будет у вас в руке без чехла. С чехлом так. В чехле, разумеется, есть дырочки под стики. Вот эти вот механические. Но прилегание, конечно, не фонтан. Сегодня своих денег эта штука однозначно стоит, если вы играете. Если вы не играете, то еще раз напоминаю, что игровые смарты, это все-таки игровые смарты, это не смартфоны, которые для повседневной деятельности могут быть идеальны. То есть, проще говоря, за 30 тысяч рублей сейчас можно приобрести много чего. OnePlus 9RT, 23 тысячи, ну, наверное, все-таки это неплохо. Но 6 тысяч рублей разница для многих будет значительно. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Разумеется, постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, наушники One More Ever разыгрываются в июне, и в июле я разыгрываю Соньки. Подписываемся с колоколом. Напоминаю, что девайс сейчас стоит, пока Kiwi все еще можно оплачивать, 27. Я, наверное, буду это говорить за ролик раза 4. Но перейдем непосредственно к смартфону. Полетели. У меня на руках смартфон в желтой расцветке. Помимо этого варианта есть еще черная и серая. Логично, что я считаю желтый самый выигрышный. Дизайн просто шикарный, несмотря на то, что смартфон относится к игровым. Тыльная часть выполнена из стекла, рамки алюминиевые, с фронта экран покрыт Corning Gorilla Glass Victus. Последнее стекло защитное, какое только есть у Gorilla. Все как у Redmi K50 Mercedes Edition, который я обозревал. В руках без чехла лежит удобно, одной рукой использовать смартфон можно, но не сказал бы, что это особо удобно. Тыльная часть не особо таки маркая, что хорошо. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальца, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно, так как сейчас даже во флагманы его запихивают, хотя в китайских смартах есть и интереснее входы, но для китайского рынка. 3 микрофона, 4 динамика, звучание здесь стерео, качество звука отличное, Dolby Atmos с сертификацией Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless на борту. Далее есть слот на 2 сим-карты, и карту памяти, напоминаю, запихнуть сюда нельзя. ИК-порт в наличии, а вот мини-джек отсутствует. И еще раз повторяюсь, что это лютый фейл для игрового смартфона. В блоке камер расположили RGB подсветку, не особо она яркая, а срабатывает при входящих вызовах, сообщениях, зарядке аккумулятора и турборежиме. Отключить, разумеется, можно. Разумеется, есть 2 механических магнитных триггера, на которые можно повесить любое действие по вашему желанию. Единственный их минус — это они дребезжат. К примеру, включить фонарик или открыть камеру. Использовать в играх их очень удобно. Официальную защиту от влаги не завезли, но салазки прорезинены. Внешне и по сборке смартфон отличный. Разборки у китайских вариантов вот этого вот Mercedes Edition либо K50 Game Edition просто море в сети. Можете полюбоваться, как там триггеры работают. И летим дальше. Poco F4 GT оснащен AMOLED DOT дисплеем на 6,67 дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Хочу отметить, это не топовая
разрешение, если взять тот же K50 Pro от Redmi, там разрешение посерьезнее, такое же, как у Xiaomi 12 Pro. Опять же, если бы было разрешение покруче, как у флагманов, тогда он ел бы значительно больше, а энергопотребление в игровых смартфонах — это важно. Матрица экрана абсолютно плоская, соотношение сторон 20 к 9, контрастность 5 миллионов к 1, широкое цветовое пространство DCI-P3, 1,7 миллиарда цветов, плотность пикселей 390 ppi, почти идеал, HDR10+, также на борту, высокая яркость 800 нит. При прямом попадании света на экран вглядываться не приходится, и яркости лично мне хватает. Картинка более чем приемлемая и бликов по минимуму. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также есть автогерцовка и 60 Гц. Тач на честные 480 Гц, разумеется, не космос, но более чем достаточный на данный момент. Да и вряд ли вам больше понадобится. Тест на частоту дискретизации вы можете наблюдать на экране. DC-димминга в наличии нет, но производитель заявляет о высокочастотном подавлении шима 1920 Гц. Вообще, скорее всего, DC-димминг вшит. Шим на 100% яркости 18,8, на 55,3, на минимальной 15,9, на нуле 10%. Это очень круто. Они не лучшие, но хорошие. От экрана глаза не устают, во всяком случае у меня. Автояркость корректна и хорошо подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее мультитач, разумеется, берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает молниеносно. Завести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно. Распознавание лица срабатывает стабильно быстро, и можно завести биометрические данные до 2 разных лиц, что особенно круто. Подбородок внизу экрана отсутствует, что является еще одним огромным плюсом. В целом экран отличный, яркий, цветопередача насыщенная и контрастная. Ну и, разумеется, подстроить под себя его можно. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 поколения с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная тактовая частота которого 3 ГГц. И 7 поколения от Qualcomm графический процессор Adreno 730, интерфейс MIUI 13 Global и Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Виртуальное расширение также имеется до 3 гигабайт. По мне оно, вы прекрасно знаете, бесполезно. Внутренняя память быстренькая, UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 гигабайт, чего, как по мне, маловато для игрового смартфона. Допустим, те же Black Shark 5 Pro добавили версию 512 гигабайт, хотя на Али ее нет. Вдобавок, с отсутствием возможности расширить память, вставить microSD — это совсем печаль. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E, установлен модем 5G Snapdragon X65. 5G может работать одновременно с 2 сим-карт, что нас пока не особо интересует, разумеется, если вы не живете в центре Петербурга или Москвы, но там, скорее всего, вы по Wi-Fi все равно в интернете. Для 4G бенды 7 и 20 на борту, сеть мобильную ловит хорошо, звучание при звонках отличное, запись разговора в стоке есть, но с уведомлениями собеседника о начале записи. Датчик приближения работает исправно, что удивительно для Poco, с одной стороны. С другой стороны, к нему уже были нарекания, так как он ультразвуковой, в горизонтальном положении он не всегда корректно работает, так что тем, кто любит лежать со смартфоном, стоит все-таки посмотреть побольше обзоров и самим потестировать этот телефон при возможности до покупки. Вибромоторчик по оси X Cyber Engine топовый, мне он понравился, хотя он, опять же, нравится не всем. Настроить можно только уровень тактильного отклика, здесь на вкус и цвет, скажем так, товарищи, нет, мне он прям зашел. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается, вспоминаем MirPay, через него можно платить в России все еще без проблем. Далее, из навигации на борту GPS GLONASS, Galileo и Beidou, GPS-тест показывает точность до 3 метров при условии, что рядом есть высотки, что стандартно для Qualcomm. Более точных данных у них не бывает. Емкость аккумулятора 4700 мАч, PC-марки выдал скромные 6 часов 21 минуту и осталось 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. И это ультра мало, хочу отметить. Смартфон поддерживает HyperCharge 120 Вт, интеллектуальную систему зарядки для стабильной зарядки смартфона и продления срока службы аккумулятора. Но, к слову, такие технологии есть у всех брендов. Заряжается он с 0 до 75% от родного адаптера питания с включенной функцией быстрой зарядки за 15 минут. От 0 до сотки смартфон зарядился у меня за 25 минут. Быстро. Беспроводной зарядки на борту нет, как и реверсивной. За час игры в Genshin Impact на максимальных настройках графики улетает 29% заряда. Подвисания изредка проскакивают, и играть не совсем комфортно. После 10 минут непрерывной игры смартфон оптимизируется, и играть можно без проблем. Но меня немного разочаровало это дело, так как игровой смартфон вдобавок с такой начинкой справляется с Genshin Impact слегка хуже, чем Realme Q5 Pro, который был у меня недавно на обзоре. И посмотрите по ссылке в правом верхнем углу на этот смарт,
там стабильный 870 снэп, и стоит он 16700. От десятка для многих большая разница, хотя триггеров в нем нет. Яркость экран в течение часа не понижал, что хорошо. За охлаждение отвечает технология Liquid Cool 3.0. В более легкие игры играть комфортно, к примеру, в танки, PUBG или Standoff 2. Также на борту имеется Game Turbo, так сказать, хороший помощник с множеством различных и полезных функций для игр. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест на холодную проходит не совсем с радужными показателями, я бы сказал, вообще не радужными. 193 гипса минимально, максимально 325 и в среднем 210 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. И здесь спрашивается, зачем такой мощный процессор, если никак его не обуздать? Это вам не Poco F3, супер стабильность. В Geekbench 5 в сингл-коре 752, в мультикоре 3252. В 3D-марке смартфон отказывается проходить некоторые тесты из-за перегрева. В морозилку кидать не стал. Тест Wildlife Slingshot и Slingshot Extreme выдал максимальные результаты. Wildlife Extreme 2369, в Antutu выдал 932 тысячи попугаев. Напоминаю, что у меня не максимальная комплектация по оперативе. Storage тест показал космические 68 897 баллов. Это нереально круто. 45-минутный стресс-тест прошел неплохо, и результаты вы видите на экране. Бывало и хуже с этим процессором. Результаты теста искусственного интеллекта просто нереальные. 2 752 тысячи. Это лучший результат, чем у OnePlus 10 Pro и того же Redmi K50 Mercedes Edition. Но в других тестах Poco F4 GT слегка уступает даже K50. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки в виде молнии. Основной модуль на 64 мегапикселя ширик с сенсором Sony IMX686. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, и снимает она без ограничений по времени. Цифровая стабилизация на борту, и работает она даже при 4К 60 FPS. А сверхстабилизация может работать только при 1080p 30 FPS. Замедленная съемка, разумеется, на борту и может снимать в 1080p 120 FPS, 720p 960 FPS максимум. Фронтальный модуль IMX596 на 20 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Вырез под камеру не громадный. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. В стоке есть много различных режимов для видео и фотосъемки, как стандартных, так и дополнительных. Цифровой стабилизатор отрабатывает по мне хорошо, видеосъемка с основного модуля достойная, а фронтальный модуль даже при его разрешении справляется неплохо. Опять же, я все это списываю на то, что у меня все-таки уже прошивка более новая, и обзоры, которые были утрированы там месяц назад, люди делали с прошивками другими. С другой стороны, у меня, допустим, тротлинг-тест данный смартфон проходит еще хуже, чем у других обзорщиков. Магия электронов. Просто со временем с прошивками одно улучшают, другое ухудшают. И так, к сожалению, всегда. Не всегда можно сказать, что все становится лучше. Короткие примеры видео, которые я считаю достойными, вы увидите сейчас. 1080p 60 FPS. Это Poco F4 GT. И я скажу, что стаб хорош. Съемка фронталки лично меня на данный момент радует. Вокруг все безумно шумно. Иду мимо трассы, идет дождь. Плюс по мокрому асфальту проезжают машины. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что звук здесь должен быть никаким. Он, наверное, и есть. Так что будем терпеть, что YouTube будет считать запись некачественной у ролика. Но зато вы увидите и услышите пример. Так что с вас лайк, если что. Или дизлайк, или комментарий. И лучше все сразу. К чему это все? К тому, что, несмотря ни на что и вопреки всему, фронталка хороша. Понятно, не 4К, но после X80 Pro от Vivo, который является ультра типа премиумом, это лучше. Основная камера 4К 60 FPS, съемка с одной руки и с левой. Притом тремор не наблюдается, если с правой руки. Тремор тем более не наблюдается. Стаб отрабатывает очень даже неплохо. Но есть ощущение, что линза запотевает. Хотя, возможно, это просто капельки, скорее всего даже, это капельки воды попадают на стекло. Максимум X6 в этом режиме. Ну и не скажу, что сильно мало. Но шумов много, конечно. Немного режима двойного видео. Здесь у нас имеется возможность менять положение съемки. Почему я так радуюсь? Опять же, недавно тестировал
X80 Pro от Vivo, я не считаю это плохим телефоном, просто по стоимости, конечно, это небо и земля. X2. И в этом случае, несмотря на то, что есть определенные недостатки в смартфоне, и фактически я его уже тестировал, но напоминаю, тогда он мне обошелся в 3 раза в большую сумму, чем сейчас. Я хочу сказать, что смарт прямо как радует. Не только внешне, но и по каким-то таким специфическим штукам из разряда даже вот вшитой этой штуковины. Хочешь — играйся, не хочешь — не играйся. Такие программки не у всех есть. Нет, фронталка все-таки хуже. Ну или на том уровне, что и Vivo. Точно не намного лучше. Здесь она в этих условиях у Vivo, я просто только что тестировал. Да, здесь еще хуже. То есть отражение солнечных лучей, если Vivo частично хотя бы видела колпак временами, у Xiaomi история, что вообще не хочет. Здесь как будто дырка, видите? Но ее нет. Магия сети. И да, здесь есть возможность вот так вот играться. По стабу и всему остальному оценивайте сами. Иду, снимаю одной рукой. У фронталки, конечно, стабилизатор разительно отличается в худшую сторону относительно основной камеры. Очень хотелось немного съемки на ультраширик. Почему? Потому что, опять же, по сравнению с топами, тем же Vivo, картинка отрывистая. То есть есть определенные фризы. Там, когда ты снимаешь на ультраширик в флагманах, не только Vivo имею в виду, ну, допустим, те же X12 Pro, X12, не X12, а 12 Pro 12 от Xiaomi, такой картины у меня не наблюдалось. Опять же, может быть, дело в прошивке, но мне кажется, дело было не в бобине вообще. 4К 60 FPS, автофокус. Раз, два, ну как плавненько. Ну, с освещением, конечно, не все вывозит. Нет, есть такие подфризивания. Но лучше, чем ожидалось, однозначно. 4К 60 FPS, съемка с одной руки. И Poco ловит зайчиков довольно неплохо. С другой стороны, снимает более чем достойно. Хотя, опять же, вот, допустим, тот же KFC-шный рекламный щит, он не осиливает. Только вблизи. В тех же условиях, допустим, тот же Vivo снимает. Но там и стоимость совсем другая, опять же. То есть можно сказать, что Poco почти камерафон в каком-то таком упрощенном чуть-чуть варианте. Но став вы сами видите. Напоминаю, что съемка ведется ночью. Помимо этого еще и дождь. Помимо этого это 4К 60 FPS. Здесь все-таки стабилизатору приходится не сладко. И всяких неоновых вывесок, которые смартфоны в принципе не особо любят. Что неудивительно, здесь более чем хватает. А вот желания вставлять много фронталки нет никакой, потому что вот вы видите, что шумы. И шумами погоняют. И вот оно, ночное двойное видео. Бессмысленное и безобразное. Почему? Ну, я думаю, вы понимаете, что ни фронталка не вывозит, ни основная камера по стабилизации в этих условиях не может называться чем-то полезным либо потребным. Шутка, наша любимая гайка, мечта вжика. А вот X80 Pro от Vivo, который стоит космос, в тех же условиях не хотел ловить эту гайку. Так что здесь автофокус на голову выше и лучше. Но лайфхак в том, что это было в 1080p 30 fps, а в 60 у Poco F4 GT не то что проблема. Он делает вид, что он не видит эту гайку. Видите? Давайте максимально близко. По-разному, сбоку. А я только что ругал Vivo. А Vivo смог. А Poco не может. Не может он. Слишком все серьезно в 4К. Ночной ультраширик. Та-да, мыло.
Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, эпичный FL, скромное время автономной работы по тесту PC-Mark, я бы сказал, даже печальное. Тротлинг-тест проходит смартфон совсем не с радужными результатами, и по сути с каждой новой прошивкой все хуже. Курки дребезжат, нижняя пара динамиков играет слегка громче, хотя это не такой минус, но вот еще раз повторяю, что звук динамика из торца, не из дырки, это прям лютый фейл, чисто физический. Для многих покажется вибро слабым, хотя опять же по мне более чем, и многие считают, что фото идет с пересветом. С моей прошивкой я считаю, что съемка была достойна, учитывая, что опять же это игровой смартфон. Актуальную цену можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что все зависит от того, можно ли будет покупать через Kiwi или нет. На данный момент, если вы будете покупать через Kiwi, 27 тысяч рублей выходит этот смартфон. Как покупать через Kiwi, вы можете посмотреть в моем телеграме по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что какой-нибудь там OnePlus 10 Pro стабильно торгуется где-то за 36 тысяч. Этот смарт 27. Вчера из интересного были Redmi Buds 4 Pro, которые выходили в неприличные $54, 3000 рублей с копейками. А они прям нереально мега топовые. Да я наконец-то Oppo X2 купил за 9200. Понятно, что это нереальный ценник, и эти наушники конкретно я не советую, но саму систему попробуйте, может быть, вам понравится подешевле покупать. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи 14 тысяч человек и телеграм-канал скидок 53 тысячи человек. Вдруг на момент вашего просмотра появятся там эксклюзивные ролики, я там еще и делаю новостные ролики с примерами съемки новых смартфонов в студии. Возможно, будете использовать их как основными для своих обзоров. Резюмирую, вопреки всему и несмотря ни на что, эти триггеры по мне смартфон не портят. Автофокус в нем работает достойно. 4К 60 FPS, вы видите, как он снимает. Это с одной стороны игровой смарт, с другой стороны в нем хорошо все. Процессор, оптимизация, экран, наличие триггеров для тех, кто любит играть. Но с одной стороны. С другой стороны, опять же, если вы приобретаете себе смарт с вычетом игр, то это не ваш выбор. Почему? Потому что мне кажется, что его габариты, его вес и его внешний вид все-таки сыграют с вами плохую шутку. Почему? Потому что за те же 26 900, за которые можно его сейчас купить, можно купить за 23 OnePlus 9 RT. А это уже другая история. Можно чуть-чуть докинуть, там 7000 и купить OnePlus 10 Pro. А это уже третья история. Можно так очень долго и упорно фантазировать, потому что в районе 30-ки сейчас просто бешеное количество аппаратов. Стоит ли он своих денег? Однозначно да. Сколько у него плюшек, да сами для себя пересчитывайте, потому что то, что является плюшками для меня, вполне возможно для вас будет являться его минусами. И мой вердикт однозначно смартфону да. Не забывайте подписаться на телеграм-канал скидок, на телеграм-канал взаимопомощи. В скидках я, к слову, иногда выгружаю эксклюзивный контент. Например, Vivo X70 Pro Plus обзор был только в телеграм-канале. Через один обзор будет на Vivo X80 Pro, и он мне меньше понравился, чем этот Poco. Ну, какими-то моментами. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.